Криптоэнтузиасты, итак, приветствую вас на канале. Максимальный позитивный день вам в хату, конечно же. Ну что у нас? Биточек на данный момент не может пробить линию сопротивления. Вчера у нас Трамп выступил своим заявлением, то, что он продолжает торговые войны, и рынок, конечно же, отреагировал сливом. Подготавливали вчера биток к развороту, но данная новость, конечно же, повлияла не очень хорошо на биткоин. И что мы видим? На данный момент минус 1,3%, эфириум потерял просто в моменте 3%, XRP 2,4%, BNB 0,6%. Ну что у нас? На недельке альткоины просто теряют в моменте около 30-40%. День у нас тоже не очень хороший. Все альткоины корректируются, даже монета Трамп теряет 10% в моменте. Ну, крупный игрок шортит рынок, полным ходом он шортит. Так что все весла в руки и пошли, конечно же, шортить. Потому как многие в комментариях пишут: шорти, шорти, шорти. Ну, берите, шортите. Что у нас здесь по биткоину? Давайте мы посмотрим. У нас есть некий тренд, который берет свое начало еще с 20 января, когда была инаугурация Трампа. И данный тренд мы никак не можем пробить. Несколько раз мы подходили, касались данному тренду. Мы можем, в принципе, здесь вот так вот все это дело понизить. Вот. Раз, два, три. Здесь подходили два раза. Здесь вот просто проскользили на протяжении недели. С 24 марта по 30 мы здесь проскользили. И вчера у нас было небольшое пробитие тренда. Но данная новость, конечно же, повлияла не очень хорошо. Биток опять вернулся в нижнюю часть. И мы пришли в нижнюю часть канала. Вот этого вот канала. Здесь, конечно же, может быть такое, что сформирует разворот по биткоину. Мы пробьем данную трендовую линию и в дальнейшем будем торговаться уже здесь вот в этом вот восходящем канале. В этот момент мы сможем с вами увидеть разворот по всему рынку и, конечно же, вероятность альт-сезона. Но если это все у нас не произойдет и в дальнейшем будут давить, конечно же, на биток, то у нас будет пробитие битка 75 тысяч долларов, и мы уходим сюда вот вниз. И это будет не очень хорошо. Потому как в дальнейшем вот этот маленький блок сопротивления, который мы до сих пор не можем преодолеть, уже у нас будет в дальнейшем огромнейший блок сопротивления, начиная с диапазона 83 тысячи долларов и до 108 тысяч долларов. И этот блок сопротивления уже будет просто непробиваемый. Он будет пробиваться только на следующем бычьем рынке. Здесь у нас будет каскад ликвидаций, паник сейл, паническая распродажа, и рынок просто погрузится на глубокую коррекцию. И вероятность медвежки уже будет намного больше, и навряд ли мы уже увидим в этом цикле, конечно же, тот самый альт-сезон. Но смущает только одно, то, что если мы будем падать вниз, у нас очень высокая доминация биткоина. При падении биткоина у нас начнет расти еще больше доминация биткоина, и просто-напросто все альткоины испепелятся. Вчера мы поставили новый хай, 63%. Начали проторговывать этот фитиль, который был у нас 3 февраля поставлен. А здесь у нас 64,27. Осталось нам еще до вершины этого фитиля, ну, буквально 2,5%. Такого не было никогда в истории, что мы уходили на медвежку с высокой доминацией. И в это, конечно же, не особо верится. Но фишка в том, что по истории мы уже должны были бы падать по доминации биткоина. Что мы видим? Синие шаблон бары мы должны были падать еще буквально с декабря, января, февраля месяца. И вот у нас было бы падение до конца марта. А в ноябре, вернее не в ноябре, а в апреле и в мае у нас уже должен был бы быть альт-сезон. Но мы этого не увидели. Доминацию наоборот задрали. Никакого альт-сезона не показали, альту укатали. И еще плюс к этому всему биток опустили на глубокую коррекцию. Правда, там коррекция была не особо глубокая, ну 30%, но вчера был намек на разворот.
Вот. Но выступления Трампа, конечно же, не очень хорошо влияют на рынок. Также мы видим вчера, буквально, ну как вчера, даже буквально сегодня ночью эфириум относительно биткоина поставил новый лой. И это у нас произошло буквально в 2 часа ночи. Новый лой поставил эфириум относительно битка. И вот эта вот огромнейшая глыба крипторынка превращается в какой-то просто-напросто скам. Самый натуральный скам. Эфириум вчера стоил 1900 до 2000 приближался, уже сегодня 1800 долларов. Ну, самый банальный скам. Также у нас золото на данный момент поставило свой новый хай. Буквально сегодня ночью, когда у нас эфириум ставил лой, золото поставило новый хай. И, ну, смотрите, 3192 доллара. 3192 доллара. Золото продолжает расти. Будем надеяться, что за золотом будет расти, конечно же, и биток. Но, как говорится, надежда умирает последняя. Но все равно, в принципе, с высокой доминацией поход на медвежку, в это, конечно же, очень мало верится. Также у нас доминация альткоинов на самом днище находится. И это просто как-то нелогически. Также можно, в принципе, представить то, что на данный момент у нас было длительный период времени нисходящее движение. И крупный игрок, в том числе быки, просто-напросто подвезли цену для того, чтобы пощупать здесь вот в данной зоне продавца. Продавца не пощупали, цена отреагировала, вернулась вниз, но, конечно же, не обновила лой. Не обновила лой 81200, и мы даже не приблизились к диапазону 76 тысяч долларов. Я предполагаю, что здесь у нас не все потеряно, и вероятность движения вверх остается актуальная. Будем, конечно же, смотреть. Апрель только начался. Зачастую апрель тоже положительный для биткоина. Но первый квартал мы, конечно же, увидели очень негативный. В принципе, вот так вот. А дальше будем смотреть. Все новости у нас уже произошли. Все, в принципе. Осталось у нас буквально 200 дней до завершения цикла. Если этот цикл, конечно же, завершится без альт-сезона, ну, нас всех, конечно же, соскамили. Мы уже плавно заходим в такую ярко выраженную оранжевую зону. Вот данная зона, как было у нас в 2021 году. Вот данная зона у нас была в 2017 году. Вот данная зона у нас была в 2013 году. И здесь мы уже тоже плавненько сюда заходим. Так что осталось до полной развязки событий 200 дней, друзья. 200 дней буквально до сентября месяца. И по истории всегда так было, что под конец последнего года, в завершающейся фазе цикла, мы заходили в желтую зону. Это зона эйфории. Вот у нас 17 год, 21 год, 13 год. Вот здесь вот мы должны уже зайти в зону эйфории. И по всей видимости, если мы будем ориентироваться на историю, то вот тут вот крупный игрок уже должен потянуть цену битка вверх, чтобы биток пошел на перехай в диапазон там 130-150 тысяч долларов и устроить вот здесь вот альт-сезон. Все это событие должно произойти от 200 до 300 дней, до конца 2025 года. Но основную часть движения мы должны увидеть до сентября месяца. До сентября. А это буквально 6 месяцев осталось. Буквально 6 месяцев. Даже если будет разворот здесь формироваться, то мы его должны увидеть в апреле, в мае. И мы тогда, если будет разворот, выдохнем, скажем, ну все, действительно разворот произошел, а там уже останется только дело за крупным игроком. Что он там будет делать на рынке, посмотрим. Может быть, он устроит альт-сезон. Ну, а если мы не устроим, если он не устроит никакой альт-сезон, ну, просто-напросто мы на этом рынке похороним свои денежки. И это будет не очень хорошо. Потрачено было времени не очень таки мало. Если с точки зрения инвестиций, а не трейдерства, то я уже 4 года в рынке, и в принципе, что мы видим? Ничего такого хорошего мы здесь и не увидели на этом цикле. Судя по статистике по портфелю, я в принципе в основном ничего такого не продавал.
особенно в 2024 году, ну, за исключением только BNB, что я продал, то, в принципе, портфель выглядит вот с такими двумя вершинами. И это не очень хорошо, потому как у нас здесь вроде бы как отрисовывают две вершины, напоминает нам бычий цикл 2021 года и дальше полет на медвежку. Мы пришли к ценам на данный момент, смотрите, декабря-ноября 2023 года. Это не очень хорошо. Мы должны были, допустим, вырасти, потом откорректироваться летом 2024 года, опять показать небольшой рост, даже вот мы восстановились, и уйти на коррекцию до инаугурации Трампа. Вот, допустим, январь 2026 года, опуститься к вот этим вот значениям средним, и здесь формировать боковое движение. Боковое движение формировать и дальше еще одна волна роста. Заключительная с эйфорией и альт-сезоном. Но мы этого не увидели. Просто-напросто в этом цикле крупный игрок всех переиграл. Я не знаю, может быть это Трамп затеял эту игру на рынке, может кто-то другое, конечно же. Выбрали очень большое количество лонгистов. Видно, что в рынок нету никакого притока капитала. 2 триллиона 680 миллиардов. У нас даже сам математик был у меня на канале, и мы тут разбирали, каким значением по Фибоначчи должен прийти крипторынок. Это капитализации, доминации. Но мы в этом цикле этого ничего не увидели. Мы этого ничего не увидели. Только отток и колоссальнейшие ликвидации лонгистов, шортистов. Только избранные, конечно же, избранные трейдеры могут на этом рынке как-то там умудриться что-то там заработать. Даже таких сильно супер гуру трейдеров и то повыбривало полным ходом. А так то у нас, да, ликвидация. Если мы посмотрим вот за историю 2024 года, биткоин ликвидация, мы можем посмотреть историю, что мы видим. Вот мы видим буквально, смотрите, здесь за полгода получается у нас статистика. Да, все, здесь все у нас за полгода, смотрите, колоссальнейшая ликвидация лонгистов. Просто шортистов минимальное количество выбрито, лонгистов максимальное. Нужно максимально шортить рынок. Нужно искать хорошие точки входа в шорты и шортить рынок до опупения. Все инструменты вам в руки. Можете шортить. Я, конечно же, на фьючи не зазываю. Я считаю, что желательно было бы подсидеть на споте, увидеть эйфорию и там уже, конечно же, распродаться. Но будет ли эта эйфория? Здесь непонятно. Даже если и шортить это очень тяжело. Шортить в основном нужно по инсайдам. Чтобы актив упал на 75%, он же в моменте не может упасть на 75%. Это разве что какой-то там скам, падение на 75%. На протяжении месяца-полтора, да, будет там падение на 75%. Ну, высидишь ли ты в шорте эти 1,5 месяца? Это неизвестно. Вот что. Так что вот такие вот дела. Посмотрим, какие у нас дальше подвезут новости по крипторынку. Пока что у нас прошли новости Трампа с его торговыми войнами. Посмотрим, как в дальнейшем отреагирует рынок. Но я предполагаю, что разворот рынка на данный момент происходит. И без эйфории, без альт-сезона рынок, конечно же, не должен завершиться. Конечно, у нас очень негативная ситуация на рынке, новости не очень хорошие, на рынке присутствует страх, но зачастую это как раз момент для медвежьей ловушки. Посмотрим, отыграет ли она или нет. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.